Друзья мои, напоминаю, что у нас открыта вакансия в таксопарке Такси Хайп. Очень много водителей доверились нам, работают у нас на самых выгодных и шикарных условиях. И сейчас как раз то время, когда можно очень неплохо заработать. Ссылочка на WhatsApp будет, как всегда, в описании. Приходи. Да, друзья мои, сегодня я в образе... попробуйте угадать. Давайте. 3, 2, 1. Хоп! Нет! Не моряка-гомосексуалиста. Не в образе... Короче, ладно, я художник. Сегодня я свободный художник. Творение художника нельзя измерять своим аршином. С художником надо обращаться бережно. Свободный от материальных проблем, комплексов и... Короче, дохера от всего свободный я сегодня. Поэтому надеюсь, что моя мадемуазель, моя муза, моя Монна Лиза, мой черный квадратик, моя розовая... Неважно, короче, она сегодня придет именно ко мне на мое свидание, и я смогу. Точка. А в моем возрасте это не так уж и маловажно. Ждем. Здравствуйте. О, боже мой. Спасибо за такую реакцию. Я очень люблю, когда на меня так положительно реагируют. Что же это такое? Это твой новый стиль? Почему новый? Это всегда был мой... Ну, я художник, я так себя вижу, поэтому я стараюсь... Ты решил сегодня меня удивить полностью, да? Если получится полностью, я буду очень рад, потому что это будет задача максимум. Я надеюсь, в хорошем смысле. Обижаешь, только в хорошем смысле. Потому что мы, творческие люди, особенно живописцы, у нас свое видение картины мира, понимаешь? Мы видим по-другому. Я ведь смотрю в окно, да, и я не вижу все эти вот дома, машины, людей. Я вижу искусство, понимаешь? Как пришла к вам в голову эта мысль? Ну, мне это, как сказать, помог Шамякин и Пикассо. Я вижу искусство. Как у тебя по продажам картин? Квартир? Квартир тоже, да. Квартир тоже? По продажам... Странно, что ты с этого вопроса начинаешь. Слушай, мои картины очень пользуются популярностью за границей. Очень пользуются. Но, я тебе даже... Подожди, я тебе покажу сейчас даже. У меня есть работы мои. Я тебе сейчас покажу. Секунду. Вот смотри. Мои работы все. А ты не перепутал? С чем? Это не детские рисунки случайно, нет? На самом деле зря ты вот сейчас меня пытаешься унизить. Это искусство, извини меня. И это очень пользуется популярностью за границей. И если бы сейчас не санкции и проблемы с логистикой и переводом денег, а это единственная проблема, которая отделяет меня от успеха. Да. Ну, ты все меряешь деньгами, я меряю успехом. Успехом, слушай, и принятием, моим принятием, и, скажем так, вот... Художник. Ну, я художник состоятельный. Ну, просто сейчас есть временные трудности с реализацией. Но я понимаешь, я не ищу себя в деньгах, я ищу себя в искусстве. А у тебя только эти картины? Почему нет у меня? Только такие продаешь? Ну, как, да, я... Может быть, в этом проблема? Нет, подожди, ты вот опять пытаешься меня унизить, но мне все равно, потому что я далек от этого. Ты мнение обывателя, а люди, которые разбираются в искусстве, они меня приняли и оценили по достоинству. Ты продал моей жене Альбине Махначевой картину. Какую картину? Русского авангардиста Рудольфа Мухоморова. А я, да. За 800 тысяч евро. Да. И я тебе могу сказать, что мои картины продаются. Но вот если бы сейчас не проблема еще раз говорю, нет вот свифта, не переслать деньги. Все на самом деле не очень хорошо в этом плане. Но вот если бы сейчас все это было, мой успех вот для тебя, для вот человека, который обыватель, который живет бытовыми
Не, ну слушай, я тоже люблю бытовыми картины, я хожу по галереям. Вот я думала, ты меня в свою пригласил. Вот, отлично. Я тебя, конечно, приглашу в свою галерею. Я согласен с тобой. Тебе нужно быть ближе, понимаешь? Все, мы же все очень зациклены, вот, ну как мы. Я-то нет, я уже оторван от этого. Ну вы, девушки, в основном, вы все хотите вот какого-то мирского. Не нужно искусство. Надо смотреть через искусство на жизнь. Тогда будет... Но без денег нет искусства, слушай. Ты галерею не откроешь без денег. Ну, у меня не галерея, громко сказано, у меня есть чердак. На чердаке просто сложены в стопочке картины. Я их достану и буду по одной доставать, вот на подоконник да, ставить. Лофт какой-то крутой у тебя. Да, до того, как там жили бомжи и голуби, там был просто чердак. А сейчас там лофт, потому что я их всех разогнал и поставил там картины. Вот. А ты знаешь, у меня к тебе просьба будет одна. Так, какая? Она не Мне сложная. страшно. Нет, она не сложная на самом деле. Мне очень нужно продолжить серию своих работ. Прям очень нужно. И пока я жду, когда откроется, так скажем, занавес препятствий, которые мешают мне реализации моих работ, мне нужно 150 тысяч рублей на краски, холсты, на вот вещи, которые мне помогут закончить мою серию Так, работ. а как я тебе в этом помогу? Я хочу, чтобы ты дала мне 150 тысяч рублей. Подожди, а какая у меня выгода от этого вообще? В смысле выгода? Во-первых, ты поможешь мне, во-вторых, ты поможешь искусству. Ага, спродюсирую будущее. Почему будущего? Я уже состоявшийся художник. Мне нужна слушай, просто... Мне нужно вот в этой Если точке... по этим картинам, ты не состоявшийся еще художник. Ты третий раз пытаешься меня унизить, но я тебе говорю, мне все равно, потому что ты не очень разбираешься в искусстве. Это правда. Нет. Ты не очень разбираешься в искусстве, поэтому я хочу, чтобы ты по достоинству меня оценила. Давай сделаем тогда следующее. Я тебя оцениваю по достоинству за твой креатив для меня сегодня. Так а что, я плохо выгляжу? Ну, ты с изюминкой выглядишь. Не так, как все. Хорошо. А у меня тогда к тебе такое предложение. Блядь, что еще за предложение? У меня такое предложение к тебе. Мы можем пойти ко мне в мою мастерскую, на чердачок. Ага. Ты разденешься, голенькая, и я напишу, И ты я дашь мне напишу за это твою деньги? натуру. Нет, мы сделаем по-другому. Я напишу тебя. Вот, я напишу тебя. И могу тебе бонусом еще вот эту картину Подарить? Нет, продать, но со скидкой. 150 тысяч. Да, она стоит, она вообще, я бы эту картину оценил в 300 тысяч, но тебе с 50% скидкой она будет 150 тысяч рублей. И мы решим, закроем все вопросы. Я куплю себе краски, кисти и холст, а ты будешь с отличной картиной своей голой натуры. Ты сможешь У тебя на чердаке. Нет, это же твоя будет картина. Ты сможешь ее родителям подарить, например. Блять, да. Что? Если родители... подарок. Да, они, кстати, если люди уже взрослые, состоявшиеся, они оценят искусство. И я приложу максимум Вот это я на свидание сегодня пришла, конечно. А что? Мне кажется, что это, мне кажется... Я думала, мы с тобой пойдем в твою большую галерею, ты мне покажешь крутые картины. На сайте ты был таким солидным, эстетичным. Но тут ты, конечно, скреативил сегодня, но картины у тебя не дотягивают, конечно. Вот да. На самом деле, вот опять же, ты зря. Вот я художник, я так вижу, а ты смотришь глазами просто замыленными, и тебе не видно прекрасное. Вот в чем проблема. Но тебя просто никто не писал, понимаешь? Ты, может быть, как-то к себе, ты как к себе, может быть, с критикой относишься. Я напишу прекрасный портрет, и когда ты принесешь, ты даже можешь подарить на какой-нибудь юбилей своим родителям, маме или папе, принесешь свою картину, вот эту вот в стиле ню. Они скажут: господи, какая прекрасная. Что? И это всего 150 тысяч. Это уже слишком. 150 тысяч всего. Ты можешь даже позвонить родителям и спросить у них 150 тысяч. Я пришла на свидание заплатить за это деньги, да? Круто. Хотела эстетику, получила... Так я не понимаю, чего ты ломаешься-то? Мне кажется, что это нормальная тема. Давай это самое, поедем сейчас ко мне. Да. Ну, готова раздеться? Бля,
Пиздос. Все, давай, спасибо тебе за развлечение, за то, что ты меня развлекал, как я как будто в цирк сходила. Начинается. Ты просто не можешь оценить по достоинству талант. Это правда. Надеюсь, что кто-то оценит. Я тоже. Талант. Да не надо надеяться, обязательно оценят. Потому что талант его не скроешь за широкими штанами. Талант, если есть, он выпирает из всех мест. И это правда. И нет ни одного таланта, который был бы не замечен. Пускай даже посмертно. Ну что, друзья мои, ни в образе олигарха, ни в образе бедняка, ни даже в образе великого художника, не побоюсь этого слова, а я бы мог составить конкуренцию Леонардо, Микеланджело и остальным двум черепашкам, и встать в ряды великих полотен Эрмитажа. Да что там Эрмитажа? Я мог бы зарабатывать не меньше, чем Никос Сафронов. Но зарабатываю меньше, потому что руки у меня из жопы, и рисовать я ни хера не умею. Но она-то этого не знает. Подумаешь, картины мои не понравились. Детские рисунки, да, детские рисунки. У меня 2 детей, они нарисовали. Но ценить искусство же надо все равно. Да. Ну ладно. Видимо, мне надо было в Эрмитаж идти с таким вот видом. В Эрмитаж и там знакомиться. Девушки прекрасные, кто ценит искусство и 20 сантиметров таланта, пригласите меня в гости. Разденьтесь, и я напишу ваш портрет. И, как я уже сказал, вы сможете подарить своему мужу, парню или родителям. Главное, не уточняйте, кто это рисовал. Простите, писал. Потому что быть побитым художником мне хочется меньше, чем просто художником. Пусть у меня необычный вид, но в душе я тяготею к искусству и к женскому полу. Хочу или не хочу, давайте так, сегодня на оценку не девочку, а на оценку мальчика. Как вам мой внешний вид? Как я выгляжу? Как я... Можете написать, как ты себя чувствуешь, Женек, все ли в порядке, видимо, ты заболел. Я тоже на это не расстроюсь. Но в целом я очень старался, честно. И был такой фильм «Эдвард. Руки-ножницы», а я Женя «Кисти-краски». Да, видимо, не дожал девчонку. Ну, просто она ни хера не понимает в искусстве. Ей-богу. Потому что мы художники такие, бля. Мы можем вот так и сяк, мы можем. Но бабки для нас не главное, йоу. Пишите. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.